Друзья, всем привет! Сегодня будем продолжать проходить экспедицию в надежде на то, что нам действительно будет что-то годное падать. В последнее время ничего хорошего не падает, но, возможно, сегодня все поменяется. Пойдем мы в экспедицию играть тенью, также оденем питомца. Вы меня часто про них спрашиваете, почему я их не ношу. Ну, потому что, в принципе, я сейчас больше формлю ферму, и по большей степени они не нужны. Все равно они дают бонусы, которые мне нужны. Ну и как же без Мечграда? Мечград себя превосходно показывает во всех испытаниях, так что им сегодня будем и орудовать. И начнем мы прохождение экспедиции с 295 этажа. Нам за это прохождение этажа дадут 5 рандомных осколков. Я надеюсь, что будет что-то хорошее. По скиллам, ребят, вы сами видите, какие я беру. В принципе, самые нужные. И давайте пробовать проходить. Пока еще в экспедиции я, по-моему, ни разу не падал за все этажи. Мечград себя хорошо показывает. Прохождение очень комфортное. И знаете, что я подумал? Вот я вам записываю каждый 5-й этаж. Давайте, может, когда я дойду до 350-го, буду записывать как-то по-другому. Напишите об этом в комментариях. Итак, мы смотрим на осколки. Ну, ребят, вообще превосходно. 2 лины, 3 бони. Ну, что может быть лучше хороших осколков сходу с первого же этажа, который я записываю. Итак, следующий этаж, ребят, это этаж с боссами. Это 300-й этаж. Здесь будет 1 яйцо и 5 рандомных осколков. Насколько я понимаю, у нас будет ряд боссов. Их 3, и они все разные. Ну, я думаю, что, в принципе, тоже проблем не должно быть. Мечград плюс тень, это, конечно, очень-очень классно. Тем более, посмотрите, какие у нас есть скиллы. Упругие стены, разные стрелы, да, берем. И это, ну, я думаю, что будет очень-очень легко. Давайте попробуем в упор. Хотя с теми навыками, которые я набрал, можно на самом деле в упор и не подходить, но попробуем в упор, потом попробуем издалека. Короче, все будем пробовать. На самом деле, мобы коцают тут довольно-таки много. Если у вас большое количество хп, то вам, в принципе, не грозит поражение. Второй босс, он довольно-таки простой. У него выстрелы идут, привыкнуть к ним, вернее, очень просто. Так что тоже, видите, проблем никаких нет. И последний босс, я его не люблю, потому что он, когда прыгает на какую-то территорию, от него идет пламя. И это пламя невольно вас задевает, и вы можете, короче, немножко потерять хп. Но мы сносим его также. Хорошо, 46 тысяч золота мы ложим в карман. И давайте смотреть, что по осколкам и что по яйцам нам падает. Итак, ребят, смотрите, 3 Сильвана, это хорошо, 2 кота, это такое себе. И босс нам падает. Ну, босс, которого я, в принципе, хотел бы тоже собрать, так как у меня его сейчас нету. Я больше делал акцент на ледяного червяка, вы это все видели. Так что, в принципе, хороший дроп, я так вам скажу. Итак, следующий этаж, это 305 этаж. Тут также нам упадет 5 рандомных осколков. Надежда всегда есть, что они будут, ребят, очень-очень хорошие. Ну и по скиллам сейчас будем набирать. Итак, вы все знаете, друзья, что совсем недавно разработчики выпустили видос, там, где рассказывали про кланы. Так вот, я по поводу этого, в принципе, ничего не записывал пока, потому что, ну, информации довольно-таки мало, непонятно, как они это все реализуют. Я думаю, что в ближайшее время, например, на следующей неделе, будет больше информации про кланы, про войны, которые разработчики нам говорят, что также будет, и тогда я уже запишу ролик про свое мнение. Главное, чтобы они, ребят, все реализовали очень хорошо. Это всегда есть проблема у разработчика. Давайте смотреть, что падает нам с 305 этажа. И тут, ребят, ну, 3 Шерри, 2 Аяны. Окей, но такое себе. Все-таки можно было какие-то более ценные осколки нам давать, когда мы уже доходим до 305-го, 310-го этажа и так далее. Я думаю, что здесь надо как минимум раздавать топовые осколки, чтобы ребята более мотивировались играть дальше. Здесь, ребят, обязательно упругие стены. Упругие стены всегда решают. Также здесь будут боссы. Я надеюсь, что с ними тоже, в принципе, хорошо справлюсь. И, ребят, ну, для меня этот босс очень простой. Я не знаю, много кто мне пишет, что это тяжелый босс, от него сложно увернуться, и его снаряды всегда вас находят. На самом деле, ну, для меня это простой босс, так что, в принципе, проблем никаких не будет. И вот, ребят, еще что хотел вам сказать. Давайте сначала заберем осколки с 310 этажа, посмотрим, что нам упадет, а дальше я вам расскажу, что хотел от вас попросить. Да, ребят, по-моему, картинка такая же, просто поменяли местами Аяну и Шерри. Ну, такое, по 5 осколков, вернее, 6 осколков Шерри, 4 осколка Аяны я получаю за 305 и 310 этаж. Следующий этаж также босс. Хотя странно, смотрите, босс, и нам только будут давать рандомные осколки, а вот яйца давать не будут. Интересно, интересно. Когда уже дадут
какие-то хорошие осколки. Ребят, я очень их жду. В общем, пока я буду проходить этот этаж, хотел, ребят, вас попросить обязательно подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Также жмякайте большой палец вверх под этим видосом. Это, во-первых, мотивирует меня больше снимать, во-вторых, продвигает ролик все больше и больше, все выше и выше, и про этот канал узнают больше людей, соответственно, наша комьюнити становится больше. Так что с вас лайк, подписка, ну и обязательно оставляйте комментарии, какие этажи были для вас сложные. Итак, 315 этаж нам приносит 3 роллы, 2 тараниса. Ролла, в принципе, хорошо. Тоже хочу ее поднять. Сейчас будет уже, там, по-моему, у нее 4-я или 5-я звезда. Ну, а звезды, ребят, надо обязательно собирать персонажам. Здесь нам дадут одно яйцо, 5 осколков. Также я надеюсь, что все-таки проблем не будет с хорошими скиллами. И что я хотел сказать вам. Чем больше у вас, ребят, звезд на персонажах, тем вам проще будет играть в PvP режим. Я в этом действительно убеждаюсь, потому что очень часто сейчас бывает, попадаются люди в PvP режиме, у которых 6-е звезды и даже 7-е звезды. И я им действительно проигрываю, потому что вот звезды действительно решают. Так, 320 этаж пройден. Давайте забирать осколки плюс 1 яйцо. Посмотрим, что здесь падает. Ну, дроп действительно сегодня радует. 2 Райана, 3 Фарена, плюс яйцо. Довольно-таки неплохо. Райана я тоже собираю, почему бы и нет. Может, когда-то вернется в PvP режим Райан, да, и будет действительно раздавать. Следующий этаж у нас, и всем знакомый босс — это ледяной червяк. С него как бы нам дропнется всего 5 осколков, да, различных, без яйца. Ну и вы все знаете, что это червяк этот является самым топовым боссом на данный момент в игре, и его все собирают для своей фермы. Я уже к нему очень сильно, ребят, привык. Я уверен, что с ним проблем никаких не будет. Хотя, вы смотрите, тут также 3 босса, хотя был показан только ледяной червь. Так, давайте убивать тогда первого. Я так понимаю, что ледяной червяк будет 3-м боссом, а вот жнеца, ребят, я никак не думал, что я увижу. Давно его реально в игре не было. Я не играю в слабеньких главах, таких как 10-й, сейчас больше 16-ю фармлю, и давно не видел этого босса. Итак, ледяной червь, в принципе, я к нему очень привык, знаю все его повадки, куда он бьет, как стреляет, как прыгает, так что проблем вообще никаких нет. Проходим этот этаж, это 325 этаж, и давайте забирать рандомные осколки, смотреть, что же все-таки падает. 4 кота, 1 фарен, осколки, в принципе, более чем ужасные. Мне они не надо, но окей. Ну что жаловаться, да, надо забирать то, что есть. Итак, ребят, смотрите, уже пройдено 325 этаж. Я предлагаю поступить таким образом. Я дойду до 350 этажа, а уже с 350 буду снимать каждый этаж. Напишите в комментариях, подходит ли вам такой вариант, будет ли вам интересно смотреть, потому что этажей остается все меньше и меньше, а хотелось бы вам показывать все вот эти этажи, которые выше идут, которые уже более сложные. А так, ребят, вам всем спасибо за просмотр. Жмякайте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, давайте оставаться на связи и до скорых встреч. Всем пока-пока.